Сегодня мы вяжем красивый, объемный и очень интересный узор спицами. Очень необычная техника. Для вязания необходимо набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 4. То есть раппорт узора составляет 4 петли, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Для образца я наберу 15 петель, 12 на основной узор, плюс 1 для симметрии и 2 кромочные. Итак, набираю обычным способом. И вяжем 2 подготовительных ряда. Они в раппорт узора не входят. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, либо вы ее снимаете, как привыкли. И начинаем первый ряд. У нас начинается с одной лицевой петли. Далее идет изнаночная. То есть мы вяжем резинка 1 на 1. Лицевая, изнаночные, так до конца ряда. Мы вяжем подготовительные ряды, лицевая и изнаночная. Заканчиваем ряд одной лицевой и кромочная. Кромочную я вяжу изнаночной. Готово. Первый подготовительный ряд провязан. Сейчас вяжем второй подготовительный. Тоже резинка 1 на 1, только начинается у нас сейчас с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая и так до конца ряда. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная. Я тоже вяжу изнаночной. И начинаем вязать основной узор. Первую петлю мы снимаем кромочную. Далее нам нужны следующие 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Вставляю правую спицу между 3-й и 4-й петлей, вот так, в пространство между петлями, и захватываю рабочую нить. То есть мы делаем сейчас такое обхватывающее движение. Далее первую петлю за правую стенку, в моем случае правая стенка лежит за работой, захватываем рабочую нить, протягиваем лицевую петлю и протягиваем эту лицевую петлю в эту обхватывающую петлю. И сейчас вот эту первую петлю мы скидываем. Далее идет изнаночная по узору и лицевая также за правую стенку. И следующая изнаночная. Повторяем. Нас интересуют следующие 3 петли: лицевая, изнаночная, лицевая. В пространство между 3-й и 4-й петлей, вот оно, просто в пространство я ввожу правую спицу, захватываю рабочую нить, первую петлю вставляю спицу за правую стенку, захватываю рабочую нить, вытягиваю нить, протягиваю через обхватывающую петлю и скидываем эту петлю с левой спицы. Далее у нас идет изнаночная, далее лицевая и просто изнаночная. Повторяем снова. В пространство между 3-й и 4-й петлей вводим спицу, первая петля лицевой, эту петлю, которую мы вытянули, протягиваем через вот эту обхватывающую петлю, скидываем, изнаночная, лицевая и изнаночная. Ряд заканчиваем лицевой петлей и кромочная. Первый ряд провязан, пока узор еще не виден, то есть он непонятный, какой-то некрасивый. Изнаночный ряд и все последующие мы вяжем резинкой 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая.
Ряд заканчиваем изнаночной петлей и кромочная. Теперь уже узор немного начинает вырисовываться. Далее у нас идет третий ряд. Кромочную мы снимаем. И так как этот узор у нас идет в шахматном порядке, то есть узор со смещением, мы сейчас первую петлю вяжем лицевой. Далее идет изнаночная. И повторяем все то же самое. Нас интересует 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. В пространство между 3-й и 4-й петлей вводим правую спицу. Вытягиваем обхватывающую петлю. Вводим спицу правую в первую петлю за правую стенку. Вытягиваем лицевую и протягиваем через обхватывающую петлю. Эту петлю теперь мы скидываем с левой спицы. Изнаночная и лицевая, также за заднюю правую стенку. И изнаночная. Далее точно так же узор вяжется на самом деле очень быстро. На камеру я стараюсь вам показать медленнее, чтобы вы успели усвоить. Узор вяжется быстро. Изнаночная. И последний раппорт. Осталось 3 петли, то есть мы кромочную не считаем. И точно так же. Изнаночная, лицевая и кромочная. И вяжем 4-й ряд точно так же, как и 2-й. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть если у вас здесь просто идет изнаночная, лицевая, значит в предыдущем ряду вы нигде не ошиблись. Заканчиваем ряд одной изнаночной и кромочная, изнаночная тоже. Вот так выглядит изнаночная сторона. Вот так выглядит лицевая сторона. Это, конечно, маленький образец. И вот он, этот красивейший узор в большом образце. Этот узор связан в гладкой пряже. Потрясающий, очень объемный. Посмотрите, какой он толстенький получается. Идеальный для вязания каких-то интересных свитеров. Можно взять спицы большего номера. Здесь у меня метраж нити примерно 115 метров на 50 граммов. Вязала я спицами 3 миллиметра. Получается очень-очень плотно и очень красиво. Такие похож на узор звездочки. Узор как будто объемный, с полутенью. И посмотрите, какая красота получается в пушистом образце. Это мохер с акрилом. Вот в пушистой пряже этот узор, мне кажется, еще более раскрылся. Очень красивый, такие как бы звездочки, цветочки. И они как бы на фоне изнаночной глади. Видите, объем весь узора. Наверное, на камере это не видит. На самом деле узор очень-очень красивый. Обязательно попробуйте связать образец. И, скорее всего, вы захотите связать вот таким узором красивый пушистый свитер. Элементы поближе. Очень красивый, а самое главное, легкий в исполнении узор. Изнаночная сторона очень простая. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны.